Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи Дмитрий Спивак по понедельникам в прямом эфире. Все вживую. Дмитрий, приветствую вас. Да, приветствую, Саш, тебя, приветствую зрителей наших понедельничных. Вот, да, так примерно. 8 июня, прямой эфир, да, 14:31 по Киеву. Это, чтобы никто не сомневался, так, на всякий случай. Поэтому, ну, для начала обязательная программа, друзья и не друзья, враги, партизаны, кто угодно. Кто нас любит и кто не очень, подписывайтесь на канал Александра, во-первых. Ну, и у вас там час с копеечками есть, чтобы поставить лайк. Ну, а с нас обзор всего того, что происходит, и очередной разбор полетов, очередная аналитика и мои прогнозы. Ну и, как обычно, я всегда так говорю, когда на канале Александра Шелеста, что альтернативный Спивак, то есть альтернативная точка зрения Дмитрия Спивака, готова к дискуссии, и потому что много всего происходит вокруг нас, и все это имеет переплетение, все это взаимосвязано. К сожалению или к счастью, не знаю. Все взаимосвязано. Вот что бы где в мире сегодня не происходило, оно, черт возьми, так все взаимоповязано, поэтому этот клубок никто пока не может распутать. Но страдают в большинстве своем те страны, народы, государства и люди, вот, на территории которых вот, наибольшие узлы завязаны, в том числе, конечно, в Украине. Все, Саш, это такая у меня... значит, как это? Вступительное слово такое было. Готов. Да, друзья, как всегда, ждем ваши вопросы в клубе зрителей Шелест онлайн в чате трансляции в самом конце и под анонсом нашего сегодняшнего эфира в сообществе YouTube. Милости прошу, оставляйте их, будем им уделять обязательно внимание. Ну, начнем с опроса непосредственно вас, уважаемые зрители. Значит, как должна закончиться война в Украине? Вот такой вопрос. Варианты. Публичным договором, непубличным договорняком, прорывом фронта или катастрофой в тылу. Ну, то есть, еще раз, прорывом фронта. Мы не говорим, с какой стороны, просто фронт должен показать. Катастрофой в тылу — это вот удары, мы видели, Запорожская АЭС было нагнетание, сейчас Чернобыльская АЭС нагнетание. То есть, что-то должно произойти в тылу, что-то должно произойти на передовой, договориться публично или договориться не публично. Все понимают, что это аллюзия к вот этим всем откровениям с приездом Абрамовича. Давайте вот с этой темы начнем. И как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, первое, на что обратил внимание, что, Саш, когда ты сейчас говорил о каких-то серьезных проблемных вопросах в тылу, ты почему-то взял только одну сторону и рассказал про Чернобыль и АЭС, ничего не говоря о больших проблемах в тылу России. Поэтому проблемы будут создаваться обеими сторонами, безусловно. То есть об этом же идет речь, что дальше фронт, война, она бессмысленна. Тупик, надо останавливаться и договариваться о мире. Потому что украинские дроны и возможная баллистика будут создавать серьезнейшую проблему не только в нефтегазовой отрасли России. Собственно, российские ракеты и дроны создают уже 5-й год достаточно серьезные проблемы в Украине. Если мой ответ нужен на этот вопрос, вот на твой опрос, то я бы ответил так. Пункт Б, протекающий в А. То есть любая война, и если нет триумфаторов и капитулянтов, в данной войне нет и не будет ни триумфаторов, ни капитулянтов, закончится одним и тем же, как заканчиваются все войны. Договором, переговорами и миром. Прежде чем переговоры и мир войдут в публичную плоскость, для начала существует непубличная плоскость, закулисные какие-то договоренности, попытки договоренности. В этом нет ничего, здесь нет ничего негативного. Сначала люди говорят за кулисами, через посредников, пытаются нащупать вот то, что можно вынести в общественную дискуссию. Это касается России, Украины, это касается Америки, Иран, Израиль, Ливан, да не важно. Любой конфликт в мире, если есть уже мысль о том, что его надо заканчивать, сначала это все делается тихо за кулисами, потом, если к чему-то приходят, оно выходит на публичное пространство. Поэтому вот мой ответ Б и -А, вот так. От Б до А. А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала, хрен поймешь, кто там остался. Примерно так. Да, друзья, голосуйте, в конце подведем итоги, но все-таки ситуация с Абрамовичем что показала? Да. Это очень важно, ведь по большому-то счету опубличивание Путиным этой информации, об этом никто не знал, нам говорит о том, что, и сейчас
вы же видите, многие любящие и целующие в десны политический офис президента говорят, что смотрите, как потужно, никаких скрытых договорников, только публично весь мир. И Лавров сегодня тоже комментирует ситуацию, говорит, вроде как писал письмо Путину, а опубликовал, в общем-то, на весь мир. Получается, что вот эти как раз-таки варианты договориться отметает украинская сторона или российская. И, в общем, что и почему Абрамович, ну, как бы давно его не было слышно, с тем моментом, когда появились американцы, он как-то ушел в тень. Ну, почему Абрамович, да, начну с конца. Почему Абрамович очень легко? Это один из, может быть, немногих, мы же всего не знаем. Но я так думаю, что это один из немногих, кто очень близок к Путину, он может с ним общаться. И, судя по всему, тот, у кого есть очень тесные контакты с кем-то в Украине. Я не знаю с кем. Разные слухи есть, пора, не важно. Поэтому вот Абрамович, он играет, и в 22-м играл такую роль, и вот сейчас попытался сыграть роль такого челнока, что-то передать оттуда сюда, что-то отсюда туда. Это первое. То есть вопрос, почему Абрамович, очень легкий. Не так уж много людей, которые могут быть в этой роли. Это первое. А теперь второе. Следите внимательно за хронологией и последовательностью. Сначала была встреча Зеленского и Абрамовича, как мы это выяснили, 21 мая. И только потом, через почти 2 недели, появилось письмо Владимира Зеленского Путину, которое, безусловно, адресовано не только Путину, это не личная записочка, да, это письмо ко многим, к российской элите, к российской оппозиции, к Трампу, к Европе, к украинскому народу, к Путину, ко всем тем, кто там сидел в зале и так далее. То есть, я не вижу здесь разрыва в логике. Сначала попытка о чем-то говорить. Мы ж не знаем, и мало людей, кто узнает до конца когда-нибудь, что привез Абрамович сюда, что Абрамович отсюда увез, кто был инициатором, что хотели обсудить. Никто этого не знает. Кроме того, что нам выдают. Это ж не всегда соответствует действительности. То есть Абрамович улетел, передал там что-то Путину, прошло там 10-12 дней, реакции никакой, только потом последовало письмо. Это очень важно. То есть, чтобы вот сейчас очень многие там налетают, как же можно одновременно тут о чем-то говорить, а тут вот такое письмо. Не, ребята, 2 недели. И это очень важно. Теперь второе, или там третье. Что показало визит Абрамовича? Я не знаю, как кому. Мне, например, показало оно следующее. А если бы Путин об этом не сказал, то мы бы об этом могли бы тоже не узнать. Да. А это говорит о чем? А это говорит о том, что даже самая жестокая война имеет какие-то свои закулисные неписанные вещи, о которых мы о многом не знаем, о многом вообще никогда не узнаем. Это значит, что есть какие-то контакты, что есть какая-то коммуникация, частая или нечастая, о бизнесе или не о бизнесе, о политике или не о политике, об обмене пленными или об обмене... Не знаю. Но значит, что-то есть. Значит, есть какие-то посреднические потуги разных людей, которые хотят найти сближение двух сторон. Сегодня это был Абрамович с Россией. Завтра это может быть посланник от Герхарда Шрёдера. Я так кого сейчас вспомнил, того придумал, называется. Послезавтра это может приехать какой-нибудь там двоюродный племянник, Джерарда Кушнера. Послезавтра может приехать, принц британский, посетить знаковые места Киева, Бывало уже, заодно что-то привезти. Смотрите, я бы хотел здесь, может, тут ларчик проще открывался. Проще. Так очень же... Да, как? Смотрите, речь-то идет сейчас. Давайте поймем, да, как вам видится, кто кому отказал. То есть характер и тональность письма Зеленского нам показывает, что отказывает, украинская сторона в договорнике. Очень легкий вопрос. Очень легкий вопрос. Если украинская сторона отказывает, то там же очень интересно, это Зеленский комментирует этого Абрамовича визит. Он его подтверждает. Я, кстати, с вами полностью согласен. Если бы не Путин, мы ничего и не узнали. Это очень важная деталь всего этого кардебалета. Но, важно. Зеленский говорит, что он к нему приехал договариваться Россия и Украина.
А Зеленский, пересказывая общение с Абрамовичем, говорит, что, а смотрите, а тут Трамп, может, подъедет, кто-то должен быть из Европы. Получается, все может гораздо проще. В формате Россия и Украина, две страны, нет решения этого вопроса, потому что слишком многие интересы финансовые не только завязаны, и поэтому Украина просто не смогла договориться за кулисами, ну а потом это опубличили и, в общем-то, слили в унитаз. Первое. Кто кому отказал? Простейший вопрос. Поскольку Украина отказала в ультиматуме Путина. Нам ставят ультиматум и задают нам вопрос. Вы за или мы против? Украина говорит, мы против. А вы как хотите? Украина говорит, а мы хотим вот так, так и так. Ну вот с этим Абрамович и уехал. То есть этот вопрос легкий, кто кому отказал. Значит, отказала та сторона, по отношению к которой кто-то ставит ультиматум. Теперь второй вопрос. Я считаю, Путин некрасиво себя повел в очередной раз. Более того, кроме Абрамовича, мало кто захочет еще раз быть в роли вот такого тайного посланника. На то он и тайный визит должен был бы быть. Потому что есть такое понятие тайная дипломатия, челночная дипломатия, закулисная дипломатия. А у Абрамовича же нет должности, у него нет мандата. Поэтому есть вещи, которые должны были остаться в тайне, а Путин эти карты раскрыл. Нет, А вот теперь зададимся... Путин не сказал, что Абрамович ездил. Не, ну он не сказал, я понимаю, да, он не сказал, сказал там бизнесмен, путем несложных математических подсчетов вышли на Абрамовича. Здесь не надо заканчивать 2 Гарварда, чтобы выйти на Абрамовича, вспомнить 22 год и так далее. Дело даже не в этом, ну просто как бы, да, значит ты не умеешь хранить keep in secret, да, называется. И я думаю, что Абрамович больше никогда на эту роль не согласится. Нахрена оно ему надо? Его задача была тихо приехать в Киев, передать отсюда туда, оттуда сюда и поехать в Лондон, там, болеть и готовиться к чемпионату мира по футболу. Поэтому Путин почему так поступил? Где-то от безысходности, потому что письмо Зеленского ему полностью перекроило повестку дня Санкт-Петербургского форума. Никто же уже ничего не слышал. Весь мир по полочкам читает письмо. Там 5 дней читали это письмо. По-разному, с разными оценками, с разными. 5 дней, и весь мир, Трамп, Рубио, все участники, вот это вот, одним глазом на Путина, второй, что ему написать, обговаривают. Ну, то есть все, весь Санкт-Петербургский форум, то есть первые сутки обсуждали удар украинских дронов по Кронштадту, военной базе и так далее, с пониманием того, что страна, которая не может защитить Санкт-Петербург, наверное, не имеет права на ультиматумы в войне. Остальные 3 суток обсуждали письмо Зеленского, которая написана в таком эпистолярном жанре. Война, она такая штука, и творчество там тоже должно быть. Кто кого переиграет, кто заберет какую инициативу. Вот я считаю, что Украина сорвала Путину то, что там задумывалось. Потому что такие глобальные форумы, да, экономические... Ну, сейчас скажу. Задумывалось продемонстрировать миру российскую экономическую мощь, снисходительность Путина, как он это всегда таким тоном. Он все время хочет всем показаться Путиным 2020 года. И никак он не может понять, что это ушло и больше никогда не вернется. Ни Путин не будет Путиным 2020 года, ни Россия не будет Россией 2020-2021 года. Когда сидит Асад, там венесуэльская нефть плескается, Мадуро ее охраняет, на Кубе все хорошо. В Европе заканчивается Северный поток-2, держим вот так вот Европу. С Украиной потом разберемся. Армения с Азербайджаном вот так. Казахстан вроде не брыкается. Это все Россия 2020 года и мир 2020 года. А сегодня мир 26 года. И поэтому, переиграли так психологически. Ничего страшного не произошло. И для Путина ничего страшного не произошло. Но праздник подпортили Санкт-Петербурга. Поэтому он вынужден был что-то там зачитывать. Делал вид, что там бумажку какую-то подсунул ему там вот Песков. Если бы я мог Путину ответить, я бы сказал, что, товарищ Путин, на бумажку вы бы не отвечали. Раз вы отвечаете на весь мир, значит не бумажка. Раз отвечаете. Не царское дело отвечать на бумажке. Значит, за дело. Значит, всю ночь там в Кремле писали ответ. Пытались смотреть, как с этого выйти вообще. Придумали так. Окей, неважно, хорошо, плохо. Вообще не важно, что сказал Путин. То есть вообще не важно, как он ответил. Важно то, что во время проведения мероприятия задуманного как демонстрация экономического триумфа
и силы там Путина, его России и так далее, произошло бы на обратное. Весь форум обсуждали вот этот их эпистолярную историю. Поэтому еще раз возвращаюсь к Абрамовичу. Говорят, что там, да, КГБ, ФСБ, там понятийка. Путин как раз вообще сорвал все понятийки закулисной и такой, ну, секретной дипломатии. Потому что она была, есть и будет. Я имею в виду секретная дипломатия. Посылают разных своих людей где-то побеседовать, где-то как-то и так далее. Думаю, что это предпоследний визит Абрамовича. Больше он в такие авантюры играть не будет. Ну вот, пожалуй, и все. Смотрите, С этой темой можно заканчивать. Нет, тут очень важный момент. Аргументацию, что типа было 21-го, 22-го Старобельск, это как повод. Вы не учитываете, что по этому поводу Старобельск это вообще я не закончиться. учитываю, потому что, причем Старобельск? Ну, что война идет, да, к сожалению, туда летает, сюда летает. Мы же говорим Украина, позиция же Украины какая с 24 года? Украина пытается достучаться до России, объяснить им следующее. Ваши планы неосуществимы. Военным путем у вас ничего не будет. Хватит убивать людей. Давайте остановимся по линии разграничения, говорит Украина в 24-м. Давайте остановимся по линии разграничения, говорит Украина в 25-м. Давайте уже остановимся по линии разграничения, говорит Украина в 26-м. Но и в 24-м, и в 25-м, и в 26-м нам говорят, не-не, вы вот это оттуда выйдете, вот это освободите, вот это сделайте, вот это и вот это сделайте. Бля, кто вы такие, что вы нам диктуете? Объясните мне. Поэтому 21-го это дипломатия, письмо 5-го там или какого числа в Петербург, это продолжение вот этой истории. А Старобельск это будни войны. У них Старобельск, у нас Днепр, у них Старобельск, у нас Киев, у них Старобельск, у нас Одесса. Останавливать это надо. Я согласен, давно. Надо останавливать, потому что вот российское общество, вот кто-нибудь, пусть там себе, вот там себе, вы самая большая страна в мире, у вас огромные территории, 65% не заселено вообще. У вас есть вся таблица умножения, Менделеева. Вы могли стать богатейшей страной. К вам ехать бы должны были, стремиться к вам. Вы новую такмачку берете. Вам что? Вы чего сюда пришли? Скажите мне, вы за 5-4 года войны взяли 1%, вы приросли на 1% территории. Вот ради этого миллион вы кладете, и вот это сейчас Краматорск, вот это Путин. Как он уже цели меняет, Путин? Про цели СВО вы заметили на Санкт-Петербургском форуме? Уже про Донбасс говорит, больше уже нету этого. Киев, Днепр, Харьков, мы вот это сейчас. Денацификация, демилитаризация. Да какая нахрен демилитаризация, если в ближайшие 2-3 года у Украины будет такое количество вооружения, которого не было, наверное, до 91 года. Только когда вот Советский Союз распался, то у нас был огромный потенциал военный, да, с точки зрения вооружения в Украине. И ракеты были, и самолеты, там, и все у нас было. Ну, профукали, просрали, это другая тема. Но какая демилитаризация? Поэтому зачем вы, Саш, зачем вот Старобель? Да, я понял, давай говорить о войне. Это же мы с тобой говорили о некой дипломатии, Да, давайте причем за поговорим о кулисами. войне. Война становится другая. Давай. Всем резко, и вот это лето, оно показало, что нет ни одной стороны, которая в белом пальто. Ни одной. Потому что ровно как летит и жуткие трагедии с убийством, не знаю, железнодорожников, работников молокозавода, каких-то с одной стороны, ровно такие же под улюлюканье и неимоверную радость идут обстрелы гражданских фур, машин на вот неподконтрольной украинской территории, Крым и так далее. То есть там, не будем говорить катастрофа, но очень большие проблемы с топливом, отменяются поезда, летит тоже по поездам, точно так же, как Россия бьет по тепловозам, Украина бьет по тепловозам. И эта война перебрасывается на гражданский сектор. Проблема только заключается в том, и об этом мало кто говорит, потому что вот я когда слушаю комментарии вот этой тактики, да, то есть смотрите, мы перерезаем коридор, мы там вот все под нашим контролем, срываются рейсы, срываются какие-то поставки, вот это все уничтожается. Я так понимаю, что там уже на неподконтрольной территории не наши люди. Ну, то есть не граждане Украины, а там уже не украинцы.
Почему я делаю такой вывод, и он достаточно, может, как бы так ярко звучит или там одиозно как-то, ну, это так и есть, потому что, смотрите, когда обстреливается и убили, например, дроном Middle Strike, вот этим американским, да, переделанным, вылетело название из головы, ладно. То есть, когда фура, там погибает какой-нибудь мужик в этой фуре, или какая-нибудь газелька, и там, или какой-нибудь автобус какой-нибудь, или что-нибудь еще, то там как бы вроде как местные жители. А эти ж местные жители считаются Украиной нашими же гражданами. А эту тему никто не подсвечивает. Все говорят, это военная там необходимость. Так гражданские боятся ехать, ну вот отменяют какие-то поездки. Ну вот сейчас то, что мы слышим непосредственно с той стороны. И точно так же это работает и в украинскую сторону. Трасса Сумы, Харьков точно так же. То есть и мы видим, как эта война преображается. И вот это вот белое пальто, мы цивилизованные, там мы эльфы, а вы орки, сейчас орками походу Белого стали пальто все. не будет ни у кого. Война – это грязная история. Война – это кровь, трагедия. Ну, кто-то на войне зарабатывает огромные деньги. Это вторая, так сказать, сторона медали. Ну, во всем мире, это не только он. Но для обычных людей война – это трагедия, кровь, смерть близких, разрушение. Он сегодня обломок, просто обломок шахеда упал в Одессе на автобусную остановку. Там просто стояли люди, ждали автобуса там, или троллейбуса, ну, неважно. Поэтому, ну да, совершенно верно, да, войну вот эту вот, которая превращается в месиво из-за развития беспилотных систем, ее нужно заканчивать. В Крыму дефицит топлива, в России все глубже и глубже удары, а уже будет и Кронштадт, и не только. Поэтому, может быть, российское общество и российская элита начнут задавать Путину вопросы о том, что надо заканчивать, а не блеять одно и то же, как в 2022 и 2023. Вы здесь не победите, у вас ничего не получится. Военным способом. Кстати, в этом да, Америка не может ничего сделать с Ираном. А Трамп тоже ошибся. Единственная разница Трампа в том, что он это понял на третью неделю. Он допустил ошибку, Дмитрий, стратегическую ошибку, не может, начав военную... Подождите, Да. тут не может сделать ничего с Ираном или с Израилем? Да. Ну неважно, он не может ничего сделать с войной с Ираном. Он ее затеял. А с Израилем это вторая тема политическая. Сейчас, пожалуйста, могу ее тоже прокомментировать. Но я просто на противопоставление, я просто хочу объяснить, что до развития вот этих технологий беспилотных систем, если сопоставить, да, ресурс вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и Ирана, ну, действительно, 2-3 дня и Тегеран наш. Сегодня не получается так. Такая же история здесь. И уже не получится. Россия не победит Украину военным способом. И это надо признать в Кремле и начинать говорить как да, ну с равным противником, все, надо заканчивать эту войну. Еще раз, до тех пор, пока российские элиты, если они такие еще есть, я думаю, что какие-то там есть. Читаешь так Z-паблики, кто-то же им финансирует, кто-то же их продвигает, кто-то же их защищает. Значит, есть там какие-то башни, не знаю. Так вот, до тех пор, пока социология российского общества не будет показывать в Кремле, ну что пора заканчивать, потому что люди перестают понимать, а нахрена все это нужно и какова цена и цель. Цель и цена. Целеполагание какое. Поэтому вот все, мы с тобой сейчас будем по кругу ходить. Я не знаю, что еще сказать. А почему в Крыму дефицит топлива? Это же очень показательно. А пусть тоже вся Россия видит, что Россия как бензоколонка не может себя обеспечить топливом. Да, Крым. Ну вот пусть крымчане это тоже, может быть, что-то прочувствуют. Потому что если крымчане в 22-м, 23-м, 24-м и в 25-м к войне относились вот так, я же это знаю, мне ж пишут вопросы, гадостные вопросы пишут. Где-то война там, Украина там. А сегодня все завыли. Обстреливали всю дорогу Крым. Да, сегодня завыли. И летнего сезона нет. Завыли в Краснодаре, завыли в Сочи, завыли в тех, кто не могут вылететь с аэропортов. Может быть, все те, кто завыли, создадут информационную площадку и социологические показатели таковы, ну, что в Кремле прочитают и подумают, ну да, наверное, надо заканчивать, потому что народ как бы перестает поддерживать. Поэтому, более того, еще одно предложение. Да не надо никому капитулировать, здесь не будет никакой капитуляции. И еще одно. Сейчас же все понимают, что рано или поздно идут переговоры.
Так вот, задача каждой стороны занять более сильную позицию. Я считаю, что Украине в определенных аспектах удалось перехватить определенную инициативу. И сегодня за столом переговоров позиция Украины точно сильнее, чем, допустим, год назад, когда Трамп пришел к власти, там, февраль, март, апрель 2025 года. Позиция Украины сегодня точно сильнее, а позиция России сегодня точно слабее. Позиции подравнялись. То есть пришло время говорить без ультиматумов, попытаться искать компромисс. Я думаю, что к этому все равно придет, потому что другого сценария окончания войны нет. Он есть один. Вот прийти и начать попытаться говорить. Какие-то интересы Украины, какие-то интересы России, безусловно. Они будут отстаивать там свои интересы, какие-то свою национальную безопасность, там, НАТО, не НАТО. На какие-то вещи надо будет идти Украине, искать компромиссное решение, но на какие-то Россия. А когда тот же Песков, да вот, если кто-то хочет встретиться, пусть приедет в Москву, тебе же уже, блядь, 5 раз ответили, что в Москву никто не приедет. 10-й раз тебе ответят, что в Москву никто не приедет. Ты как-то ж меняй, а растерялись. Опытнейший Песков, не пацан зеленый, умный, образованный, очень опытный. А уже не знает, что говорить. Он же понимает, что хрень происходит, полная. А что говорить не знает. Ему говорят, давай встречаться в Арабских Эмиратах. 2 лидера, пусть встретятся хотя бы разочек. Он говорит, приезжайте. Не приедем. Дальше что? Будете продолжать воевать? Пусть российский зритель и общество российское, пусть в этом живет. Будут продолжать воевать. Мир нельзя заключить в одиночку. Вот беда и трагедия. Так хорошо, подождите. Вот вы говорите, например, да, там, надо где Зеленский сейчас? В Лондон отправился, потом по Европе прокатится. Да. Что в Лондоне? Да. Выпустили 5 пунктов, среди которых размещение после войны, там деньги, активы, понятно, там вообще 3 из 5 пунктов про деньги. Ладно. Деньги дают, сегодня там 2,8 миллиарда, до конца месяца там 3,9 миллиарда, все как бы дают деньги на дроны, на вот это вот все, тот ужас, который мы описывали выше, на это деньги будут. Мне интересует другой момент. Там написано, что, они как бы встретились, кот Ларри ушел, но они остались и договорились, пункт из 5 пунктов, что после войны будут контингенты размещаться. Какие контингенты? То есть... Не будет. Ничего не будет размещаться. Сейчас зритель наш с тобой. Да, сейчас твой зритель увидит, насколько я объективен. Вот первую часть программы, как я жестко говорил, в одну сторону. Сейчас все услышите. Мое мнение о Европе, о европейских лидерах Стармер, Макрон и Мерс, уже никак не меняется. И 5 пунктов плана, политическая демагогия, более ни о чем. А их задача, чтобы мы еще повоевали, задача глобалистов, там, Стармера и так далее. 5 пунктов, они демагогия хотя бы по одной причине. Первое. Значит, вот они говорят, там, первый пункт, причем я поддерживаю это, я за этот план, я 2 руками, я готов им аплодировать, я за. Смотри, как там здорово. Останавливаемся по линии соприкосновения, прекращаем боевые действия. Значит, гарантия безопасности, переговоры. Пока идут переговоры, значит, российские активы заморожены. И как гарантия безопасности, чтобы ни у кого не возникало что-то там, чего-то там, размещение какого-то миротворческого контингента. О, супер, я за. Просто это неосуществимо, это демагогия. Об этом знают те, кто это делал. Почему? Привожу пример. Первое, еще раз говорю, мир нельзя заключить в одиночку. Без России заключить мир не получится. Россия против вот этого мирного плана. Вот и все. На этом можно ставить точку. Более того, давайте представим себе, что Россия за. Миротворческий контингент нужно пропустить через Совбез ООН. Россия может наложить вето или попросить об этом Китай. Бог с ним даже с Совбезом ООН. Давайте представим себе другую ситуацию. Пришли войска французские. Он же там лидер коалиции желающих, больших таких решительных. Пришли войска. Мир, все, заморозка конфликта, войска расположились. Проходит год, и кто-то стреляет. Провокация. Понеслась, называют. Войска ушли или будут... ушли. Поэтому вот этот весь план от коалиции этих желающих, я бы спросил, кто гарант? У меня были бы нормальные чешские вопросы. Это все здорово, написано, я за. Гарант?
Никого. Вот это, кстати, Кто подождите, берет это очень сейчас важный вопрос вы подняли. Вот это вот, казалось бы, он такой праздный, ну кто гарант? Кто может быть гарантом? Ну вот в никого такой из этих трех? ситуации. Ну смотрите, А никого из этих Трамп может быть гарантом? Нет. Трампа ж там нет, это же Нет, европейская смотрите, коалиция. нет, они же как, коалиция европейская, но они все пляшут вокруг того, что типа Америка там как бы тоже, вот Америка, она там прикроет, она там вот это вот все. Гарантом в нашей ситуации не сейчас. Вот, ну давай вот с этими закончим. То есть кто из них? Никто. Почему? Стармеру недолго в своем кресле, Мерцу недолго в своем кресле, Макрон уже через 10 месяцев уходит на пенсию, он честно об этом сам сказал, причем допустил, на мой взгляд, стратегическую ошибку. Не надо говорить, что ты в 27 году уходишь из большой политики, потому что политика это же не со вторника на среду. Политика это же как бы с тобой пытаются договориться, как с лидером Франции, ну там на года, а как с тобой, о чем с тобой договариваться, если ты в следующем году отваливаешь. Поэтому из этих трех персонажей никто. Что касается по большому счету, то гарантами будущих украино-российских отношений и гарантами, чтобы в Европе не вспыхнула еще одна война, могут стать только две страны. Третью еще не придумали. Это Соединенные Штаты Америки и Китай. Кстати, лидер которого сегодня приземлился в аэропорту Пхеньяна впервые за 8 лет, посетил КНДР, там будет встречаться с Ким Чен Ыном. Это очень интересная тема. То есть это такая показательная история. Си Цзиньпина тоже где-то смущает немножко сближение КНДР с Москвой, и надо восстановить некий статус-кво, поэтому посмотрим. Это продолжается передел сфер влияния. А почему вы считаете, что визит Си Цзиньпина в Пхеньян это против Москвы? Визит? Да не против Москвы. Визит, да нету здесь против Москвы, за Пекин. Визит Си Цзиньпина в Пхеньян – это за интересы Пекина, а не за интересы Москвы. Поэтому я думаю, что там будут предложены серьезные какие-то инвестиции, деньги, контракты. То есть задача Си Цзиньпина – это влияние на Ким Чен Ына не меньшее, чем есть влияние там в Москве, а то немножко упустили эту историю. Просто идет передел мира. Он идет очень жестко. Кто-то мягкой силой, кто-то жесткой силой. Идти он будет лет 7-8, ну от 5 до 8. То есть 30-33 год. Почему Нетаньяху не слушает Трампа? Что вообще происходит? Бомбит этот Бейрут несчастный, понимаете, как может. Иран говорит, все, мы закрываем пролив, это вот новость была буквально перед нашим эфиром. Трамп говорит, перестаньте стрелять, прям как в этой, братва, не стреляйте друг в друга, знаете. Все они там хотят, потом как бы покусывает Биби, покусывает обе стороны. Но некоторые увидят в этом очень интересный... Вот тут мне просто интересно ваше мнение. Вот вы видите, вот одни видят в этом хитромудрый план, ну, условно, чтобы подвесить эту тему, чтобы она как-то вот теплилась. Короче, Израиль стреляет, согласовав это с Америкой. А это сейчас просто у нас разыгрывают сценку о том, какой Трамп миротворец, как бы отползая от войны, потому что у него чемпионат мира там он буквально через 3 дня, ну, условно, да, начинается. Другие говорят, что наоборот, Трамп уже ничего не может и ничего не решает. И вот этим чемпионатом мира, вот этим положением Трампа, у него там юбилеи, праздники и так далее, во время чемпионата мира, он как бы он ограничен. И поэтому это нагло используют. Например, израильская сторона, ну и Иран, конечно, тоже. Чего тут как бы удивляться, он тоже отвечает. И Трамп сейчас... Моя точка зрения... И Трамп сейчас в слабой позиции, и он мягкотелый такой. Вот лепи, что хочешь из него. И вот каждая сторона пытается что-то слепить. Значит, Трамп не мягкотелый, Трамп не в слабой позиции, надо просто знать его жизнеописание, он очень мощный старик, да, мощный чувак, он просто загнал себя в определенный капкан, и Нетаньяху наносит удар сейчас по Трампу, это действительно так. Потому что до чемпионата мира 3 дня осталось, и Трампу кровь из носа нужно, чтобы на Ближнем Востоке хоть какое-то было затишье. Не мир, не соглашение. Ему нужно заключить соглашение потом, август потом. Но какая-то тишина должна быть. Почему так ведет себя Нетаньяху? Ну, давайте порассуждаем вслух. Первое. Нетаньяху понимает, что если сейчас остановиться, замораживание конфликта
Июнь, июль, там август, все. Дальше Трамп выйдет на какую-то сделку по Ирану, рано или поздно выйдет, и ну тогда все. Тогда Нетаньяху не добился той исторической миссии, которую он поставил перед собой, перед Израилем и так далее. А более того, Нетаньяху понимает, что в мирной жизни к нему будут задано очень много вопросов, и он может уйти, мягко говоря, как минимум на политическую пенсию. Он этого не хочет. И также он понимает, что если сейчас американцы и иранцы заключат сделку без Израиля, без учета интересов Израиля, то в будущем тяжко придется Израилю, потому что 10-миллионный, 9-миллионный Израиль находится в окружении 200-миллионного исламского мира, где Иран не простит Израиль. И поэтому Нетаньяху все время пытается продемонстрировать Трампу, что он в игре, что без него нельзя делать сделку, что в эту сделку нужно включать интересы Нетаньяху, интересы Израиля. Где-то Трамп это понимает, поэтому уговаривает страны Персидского залива заключить авраамические соглашения с Израилем. Просто у Трампа не все получается, мягко говоря. Саудиты отказываются, другие метушатся, только Арабские Эмираты Объединенные говорят: окей, да, мы за это. Это второе. Третье. Нетаньяху, я думаю, имеет такие мысли для себя, что надо не дать возможность до последнего Дональду Трампу спрыгнуть с этой темы, и надо попытаться вернуть его вот в эту историю противостояния с Ираном. А может быть, Нетаньяху играет и другую роль, да, пытаясь пересидеть Дональда Трампа. В ноябре выборы. Иди знай, что такое израильское лобби в Америке. Это же не обязательно лобби вокруг Трампа. Это такое же глобальное лобби, влияющее на демократов, на глобалистов, на банковскую систему, на финансистов. Мы же не знаем до конца, вот это кто? Что это за щупальцы вот такого мощного израильского лобби в Штатах? И где эти щупальцы расположены? Вокруг Трампа. Эпштейн. Нет? И не слышу? Эпштейн. Еще раз? Эпштейн. Да нет, да, я понимаю. Да нет, поэтому такая вот. классная щупальца, которая схватила пол элиты за причинное место. К Трампу не прилипает. Он вообще уникальный в этом плане человек. За последние лет 50 он все скандалы вокруг себя обыгрывает в плюс себе. Ну, это надо уникальную иметь. Талант просто, да. Сколько всего мы слышали там про Трампа, разных обвинений судебных. Так, если все посчитать, там срок где-то лет 150 примерно по совокупности. Но он все это воплощает в свою победу. То есть в разгар обвинений в сторону Трампа он стал вообще президентом. За него проголосовала большая часть Америки. Поэтому дело не в этом. Нетаньяху играет на грани. Трамп согнал себя в угол. Он это видит и понимает. И Иран это видит и понимает. Все видят и понимают. 11-го открытия Мундиаля, 14-го, по-моему, 80-летия Трампа. Там не за горами 250-летия независимости Америки. Ну, так сложилось. Конечно, это играет на Иран, в какой-то степени там, на Израиль, который пытается использовать этот момент, чтобы там, разобраться уже до конца с Хезболлой. И, конечно, все играет против Трампа. Но, вот сейчас внимание, зрители, не совсем это играет против Трампа. Потому что экономически, вот все, что происходит там на Ближнем Востоке, играет на руку Трампу, американцам, американским транснациональным корпорациям, лоббистам нефтегазового комплекса. Они зарабатывают огромные деньги. То есть экономически перекрытие Ормузского пролива продолжает играть на руку Трампа. Экономически перекрытие Ормузского пролива бьет по европейской экономике, значит, играет на руку Трампа. Бьет по экономике стран Персидского залива, которые вновь, так сказать, да, играет на руку Трампа. То есть я вам сейчас продемонстрировал на одном кейсе, как в мировой политике не бывает черно-белого. Вот такое вот балансы. Здесь это против Трампа, здесь играет ему на руку. Если у Трампа время стать миротворцем, как говорит Саша, на Ближнем Востоке, да, есть. Август. Перед началом избирательной кампании. В августе закончить войну там, к сентябрю договориться по Украине. Ё-моё, можно 2 статуэтки выносить. Задача Трампа просто такая, чтобы этот месяц было тихо. Вот заморозка, приостановка,
какое слово еще есть, значит, перемирие. Вот ему нужно просто договориться с Нетаньяху и с иранцами, что давайте вот с 11 июня по 11-15 июля давайте тихо, а потом разберемся. Вот если ему это удастся, то он может опять выйти из этой ситуации победителем ближе там, августа, ближе к сентябрю. А вот если не удастся, и во время чемпионата мира там будут взрываться тут, ну, это чисто будет на Трампе, потому что он затеял Во эту время, военную операцию, и он в ней проиграл. во время чемпионата мира по футболу может Си Цзиньпинь начать СВО на Тайване? Мое мнение нет. А Китай не готов к этому. Годика 2-3 еще нет. 28-й, 29-й вполне вероятно. Ну вот, мое мнение, могу ошибиться. Я не анализировал глубоко военную тему, просто логика и психология внешней политики, манера, философия внешней политики Китая, вот так как я ее вижу, это все-таки мягкая сила и продвижение экономических интересов, укрепление своего влияния, а Тайвань чуть на потом. Единственное, мне кажется, что Си Цзиньпину удалось договориться с Трампом, чтобы Трамп придержал коней, с точки зрения придержал поставки вооружения на Тайвань, и вроде бы Трамп сказал, окей, придержу. Поэтому в сентябре ответный визит Си Цзиньпина в Вашингтон, ну вот совокупность этих факторов подсказывает мне, что ну, о какой военной операции можно говорить, если через 2,5 месяца Си Цзиньпин летит в Вашингтон, где будут заключены уже ну, такие достаточно глобальные сделки и торговля, и экономика, и криптовалюта, и цифровая история, и инвестиции китайских денег в Штаты и захождение американского бизнеса в Китай. Там много они о чем будут говорить. Я очень надеюсь, что к тому времени у них уже будет одинаковая позиция по Украине и по Европе. Вот мне очень хочется в это надеяться. Так, Тогда здесь все пойдет быстрее. несутся новости по США, Иран и Израиль. Израильское издание сообщает, договорились прекратить атаки. Иран, правда, не знаем, что на это сказал пока. Ну, это из свежего, самого свежего. И Трамп вместе с Биби опять поговорили. Ну вот, опять. И вчера поговорили, сегодня опять поговорили. В общем, Трамп засуетился. Это видно, и, возможно, вот это вот про какую-то паузу до чемпионата мира или на чемпионат мира, да, вот это вот все, конечно, сейчас очень нужно Трампу, безусловно, очень нужно Трампу. Значит, друзья, оставляйте свои вопросы, сейчас будем переходить к вопросам, но у меня есть еще одна тема, и она такая, знаете, очень и очень интересная. Значит, тут Центр дезинформации наш рассказывает о том, что злые россияне подготовили какие-то провокации прям, очередная масштабная пропагандистская кампания использует в качестве как бы такого тарана, представляете, День русского языка 6 числа, позавчера, и День России 12 числа. Значит, защита культурного кода. Некоторые российские топ-пропагандисты выступили с инициативой ежегодно устраивать праздник поэзии там в Мариуполе. Это все пишут в Центре дезинформации, направлено на то, чтобы русский язык и культуру взять как оружие, да? Использовать в войне с Украиной. Причем интересно, что это оружие, ну вот опять-таки, стоял этот Булгаков, никого не трогал. Ну зачем приходить, снимать видосики на фоне него о том, что, ну как прикольно, что его убрали. Зачем прогонять мальчика, который записывал, читал вслух его произведение? Ну, то есть, опять-таки, кто использует сейчас это оружие? И вот эта тема, вот опять-таки, ты за Булгакова, ну, значит, ты российский агент. Она же вот прям вскрылась. Или что? Или Булгакова уже не стало, это как бы очередную как бы линию эту мы переступили, ну а дальше уже и сносить особо будет некого. Все, победили русский язык, русскую культуру, киевляне на Булгакова. Ну, это история. Я просто уже несколько
не комментирую на всех возможных площадках. Да. Швондеры и Шариковы снесли, да, снесли памятник своему создателю. Ну, прав был профессор, да, разруха жена в головах, да. Он еще говорил, великий Михаил Афанасьевич, что есть только две мировые силы – доллар и литература. Сегодня большая литература проиграла. Кстати, вот что обвиняют, да, вот почему сносят его, да, вот какие доводы? Значит, первое, говорят, что значит имперец он. И там, значит, не любил он украинцев, писал про украинцев. Это же, говорят, люди, которые вообще не знакомы даже с мировой литературой. Потому что, например, то, что Диккенс писал про американцев, это страшное дело вообще. Он такой символ американской ксенофобии. Сегодня во всех учебниках американских. Или там Толстой там, ненавидел поляков. Да, там улицы Толстого, и там культ вообще Толстого был. Достоевский вообще антисемитом был, между прочим. Кстати, в Израиле, в Европе, в Германии, это культ во всех учебниках, во всех программах и так далее. А что касается на русском языке, так а что, Тарас Григорьевичем будем делать? Он тоже не всю жизнь жил в Украине, мягко говоря. И не все писал украинскую мову. Есть у Тараса Григорьевича и на русском. Про Гоголя молчу. Вот. И, кстати, Лина Костенко когда-то много-много-много лет тоже писала прекрасные слова там про тот же русский язык и так далее. Что касается имперца, ну, имперец там и так далее, то странная история. Коммунисты запрещали Булгакова, уничтожали, доводили до голода, сумасшествия и болезней. Не ставили постановки его уничтожить. Ну, вот коммунисты, Сталин, ОГПУ. И получается, мы, как свободная Украина, я не понимаю. А имперцы, например, это же не он. Имперцы, ну, например, это, мы же, так сказать, говорим про Сикорских, какие они молодцы, там, изобретатели и так далее. А жили в Америке, помогали определенным движениям, там, имели такие определенные тоже и имперские истории. Поэтому есть такое, знаете, у Михаила Афанасьевича есть такая фраза замечательная, обращенная, да, вы ненавидите меня, потому что я отличаюсь от вас, а я ненавижу вас, потому что вы не отличаетесь друг от друга. Поэтому, слушайте, ну, все сносить, давайте, что строить будем, никто не знает. «Собачье сердце» и главный роман жизни, который увидел свет, «Мастер и Маргарита», через 30 лет после смерти автора в Советском Союзе, в Сталинском Советском Союзе запрещали все. «Собачье сердце» снимали с постановки многократно. Только в 1973 году люди увидели и смогли прочитать «Мастер и Маргарита». Сегодня эти произведения изучаются во всем мире. Во всем мире. Нам это не нужно, наверное. Ну, значит, нам это не нужно. Закончим войну. Вернемся же мы к этим всем темам. Да, я надеюсь. Да, вряд ли. Ну, смотрите, тут... Надеюсь. Не уверен, но надеюсь. Да. Потому что мы обескровливаем себя, и мы же становимся беднее, интеллектуальнее, культурнее с точки зрения образовательного уровня. Ну, мы же становимся беднее, мы же обедняем себя. А произведения ж Булгакова переживут же всех. И тех, кто сегодня, и тех, кто завтра, по обе стороны границ. Произведение Булгакова бессмертно. Поэтому, да, иногда надо почитать какие-то вещи, а что нет, чтобы знать, да. Есть «Мастер и Маргарита», а есть «Белая гвардия». Ну, почитайте, такие у него были взгляды. Булгаков был за другой, может быть, Киев, за многонациональный какой-то поликультурный. Ну, имел же он право, в конце концов. Но он так. Ну, что вот... Так многим отказывают. Это я так... Многим отказывают в правах. Еще. Ну, вот ты же имеешь право. Понятно. Не имеешь права. Заткнись. Не имеешь права, да. Заткнись. Да, это вот то, что мы имеем сегодня. Но я еще раз говорю, я надеюсь, что сегодня это как-то вот «заткнись» можно объяснить войной. И тем, кто на нас напал. Когда война закончится, и дай бог, да, будет сформирован и сформулирован мир, и Украина начнет или продолжит, или начнет новую жизнь мирную, тогда мы будем друг с другом здесь вести дискуссию. Чего строим, с кем строим, как строим, какую Украину, За чей счет что у нас в строим? авангарде.
За чей счет строим, да. То есть я все-таки надеюсь, что скоро мы придем к этой дискуссии. А если нет, то хреновая нас ждет свет в конце тоннеля. И Да, тогда уже не будем... подведем итоги, да, Да. нашего опроса. Как должна закончиться война в Украине? Вот такие, вот так проголосовали зрители. Значит, 11% не публично, ну, не публичный договорняк. 27% публичным договором, вот все было понятно. 29% катастрофой какой-то в тылу. То есть в каком-то тылу какая-то катастрофа, все ахнут, и все закончится. Ну и 32% все-таки считают, что будет решаться все на поле боя, и вот прорвется где-то фронт, куда-то кто-то зайдет, дойдет, и вот потом быстро надо будет как бы латать и договариваться, кто-то будет уступчивее, когда прорвется фронт. Вот так думают наши Смотрите, друзья, да, зрители. вот сейчас 15:21, вот я в Одессе, вот мы в прямом эфире. Я не знаю, слышно или не слышно, вот сейчас такие звуки малоприятные, день-деньской. Мы в Одессе, город жилой, люди работают, гуляют, отдыхают. Вот сейчас там идет, да, ПВО работает, и жужжит, и летит. Что летит, я не читал, ну, не хочу отвлекаться, не знаю. Если баллистика с Крыма, это 2 минуты и все, тут никто никому не поможет. Если опять рой шахедов, как это было сегодня ночью или вчера ночью, в том-то же дело, что ну доколи, ну дальше что? Отсюда туда, оттуда сюда. Кстати, еще одну вещь скажу. Речь уже даже идет о некой европейской истории безопасности. Ну, посмотрите, дроны начинают залетать уже в разные страны, в воздушное пространство разных государств. И ударные дроны, ну, это серьезная история, серьезная штука. Но если эта война будет продолжена, ну, дальше что-то может в Европе произойти. А дальше там есть разные конфликты. Уже происходит в Европе. И морские дроны, и в Молдову залетел дрон украинский. Правда, Сибига говорит, что это не украинский дрон, молдаване говорят украинский. Не важно, чей дрон залетел, не важно, чей. Сегодня залетел русский дрон, завтра украинский. Это война. Ее надо в Европе заканчивать. Она выходит уже в такие масштабы, с учетом вот развития этих технологий. В мире сегодня 2 страны, number one, с точки зрения ведения, значит, дроновой войны. Это Украина и Россия. Больше ни у кого в мире нет такого опыта. Ну, посмотрите на это все. А на фронте, с точки зрения вот, и что меняется? Ну что, как-то сторонами? Нет. Конфигурация общая? Никак, ничего. Просто убийство людей, разрушение страны. Ну, может, пока лето надо заканчивать. Не знаю. И Трамп там завяз. Почему я так про Трампа? Почему? Зачем тебе Трамп, спивак? Ну, потому что кто-то между нами должен стать. Мы не договоримся один на один. Должны быть вот посредники, которые имеют влияние на одну и на вторую сторону. А это кто? Трамп и Си Цзиньпин. Все, точка. Это точно не Мерц, там не это одна сторона. Но надо же влиять и на другую сторону, на Кремль. Рубио сказал, что США на стороне Украины. Да, ну понятно, что он сказал, что США на стороне Украины. А Путин половину своей речи посвящает Дональду Фредовичу. Ну, так ему хочется, видите. Он даже уже не ощущает собственного унижения. Ну, как бы я надеюсь, что результаты парламентских выборов в Ереване, 4-я победа, значит, такая, целей СВО после Румынии, Молдовы, Венгрии и теперь Армения. Может быть, и это начнет отрезвлять умы идеологов кремлевских. Может быть, вот это все вместе, и кто-нибудь придет к нему и скажет: слушай, надо заканчивать там, потому что чем дальше мы там, тем все будет потеряно. Все будет потеряно. Все сферы влияния, рынки. Останется тотальная зависимость от китайского рынка. Да, и все. Кстати, следующая Куба. Я же не говорю, что Армения Пашиняна там завтра уйдет в европейское плавание. Да нет. Это такой большой рынок? Подождите. Да дело не в этом. Да дело не в рынке здесь. Дело в маршруте. Американцы не выпустят уже Ереван из своих рук, из своих лап. Идет передел мира по Средней Азии, по Южному Кавказу. Причем здесь ереванский рынок? Пашинян сейчас будет пытаться на 2 стульях усидеть, потому что российский рынок очень нужен армянам. Армяне бедные, армяне очень зависимы от газа российского. Это все понятно.
Но ставку-то сделали. Ну, в Кремле же сделали ставку против Пашиняна, а Трамп сделал ставку за Пашиняна. Результаты налицо. Пашинян премьер-министр. Еще одна страна начинает дрейфовать от России. Это не завтра. Саш, это не завтра. Это стратегически. Это на 5, на 10 лет вперед. Поэтому я не знаю, что получится у Пашиняна. Может, он потеряет власть через 2 года. А у России много на него, так сказать, рычагов, и закрыть рынок, там, и армянские коньяки, и помидоры, там, и армянская диаспора, и бизнес. Я все это понимаю. Речь о другом. Запад выиграл вчистую информационно-идеологическую войну у России. Вот эти истории евроинтеграция, евроценности, иллюзия это, не иллюзия это, но она находит у людей все больше, Армения, Азербайджан, а Грузия еще как бы держится. Люди не знают, что такое евроинтеграция. Они этого не понимают. Но идеологически Запад просто переиграл. И ситуация, ну я же перечислил, ну разве это можно не... Да, Гагаузия, Молдавия, Молдова, прошу прощения, Венгрия, вот Армения. Азербайджан, посмотрите, какую политику ведет. Казахстан, посмотрите, какую политику многовекторную. С Россией, вот такая вот все, улыбаются с Путиным. Да, китайцы, американцы, британские компании, Посмотрите, какую политику ведет Казахстан. Поэтому идет передел влияния. И поэтому, когда говорят, что Трамп очень заинтересован остановить войну в Украине, я не очень в это верю. А зачем? Чем дольше Россия тут увязла, а она здесь увязла, тем, как бы, да, свято место пусто не бывает. Законы физики тут убывает, тут прибывает. Идет дерибан. Что-то достается Китаю, что-то достается американцам, что-то бритам, что-то туркам, что-то Индии. Вот что в мире происходит. А нам рассказывают про новую токмачку, да, и про орешник. Не, ну, можно Ну, про Константиновку можно поговорить тоже, про Константиновку область, можно. да. Если это не хватает России, вот им нужна Константиновка, ну, и вот они Так, готовы, не, вот не этот цена. уходит же Зеленский, ну подождите, ну не уходит, ну что там, ну тут же, это же аргумент работает две стороны, ну что тебе, ну что, ну Донбасс, все равно там жизни нет, Почему? все равно разбито все, А ну почему? узнали. Кто-то мне может объяснить? Вот мне кто-нибудь может объяснить, а почему мы должны уходить? Потому что кто-то так Ну, сказал, потому что да это повернитесь, условия блядь, в зеркало. завершения войны, понимаете? А Путин, Мы против. Зеленский разворачивает переговорщика от Путина с месседжем, и, в общем-то, ничего не получается. Пишет потом. Еще его и дискредитируют вдогонку. Рассказывает элиты. Путина? Нет, Абрамовича. Я думаю, что больше всего себя дискредитировал сам Путин. Он это видит, знает и понимает. И элиты видят, знают и понимают, просто пока не созрело. Пока не созрело. И еще раз повторю то, что сказал в начале эфира. Вот я так посмотрел на Путина на форуме. Он опытный же чувак. И вот у него есть такая манера, такая снисходительно спокойная. Вот и все хорошо. За исключением одной. Ты 5-й год, блядь, ничего не можешь сделать с Украиной, ничего не сделаешь. И ты не вернешься к состоянию геополитическому России 20-21 годов. Ты потерял это уже. И дальше ты это не вернешь, будешь терять дальше. И весь мир это будет видеть. Почему? И от тебя будут уходить. Я не могу понять этот нарратив, Дмитрий. Извините, но вот я его не могу. Я слышу его последние дни, прям как вот... Скажи, что я переведу на человеческий язык. Что? Переведите. Что не понимаешь? Россия проиграла. Дальше будет только хуже. Сейчас пожалуйста, вот... очень легко. Смотрите, Пожалуйста, ну пожалуйста. Давайте так. Ситуация, вопрос. смотрите, ситуация с этими самыми, с обстрелами мидл-страйками. Чисто военная ситуация, имеющая чисто военное решение. Я теперь понял, почему они ни хрена не делали в этом направлении. Потому что у них Абрамович говорил с Зеленским. С Трампом, Витков, Кушнер. Они все думали договориться. А сейчас получается, Кому-то приезжают посредники, война молчит. Но есть неписанные законы. Да, в этот сутки, когда был Абрамович, не прилетали дроны. Ну, все понятно и нормально. Отвечаю тебе, что проиграла и кто. Россия пошла войной на Украину не ради Краматорска. И не ради никакого коридора в Крым. Россия пошла ва-банк
продемонстрировать Америке, что они номер один или номер два на передел мира и формирование нового мирового порядка. Путину не нравился по какой-то причине тот мировой порядок, который существовал там до 2021 года. Хотя позиции России в 2020-2021 году я их вам перечислил. И также я перечислил, что за эти 4 года войны Россия в геополитическом измерении проиграла. Ну, это же медицинский факт, это же не я придумал. Да? Россия удерживала режим Асада в Сирии, потому что Россия там была монопольна. Сирия наша, кричали в Москве. И были правы. На рубеже там 20-21 годов. Да. Они потеряли Асада. Они держали в Южной Америке своего Мадуро, там нефть. Мадуро ставил палки в колеса американцам. То есть венесуэльская нефть работала на российскую, на китайскую историю, мешая Америке. Америка убрала Мадуро. Выборы в Румынии, выборы в Молдове. Непризнанный президент Гагаузии, молодая девочка, сидит в тюрьме. Большая Россия не может помочь маленькой Гагаузии. Значит, Казахстан, я уже сказал, Армения, Азербайджан, многолетний конфликт, замороженный конфликт. Разрулил его не Путин, а товарищ Трамп. Дальше выборы в Венгрии. Дальше выборы, значит, в Армении. Следующая Куба. Дальше Северный поток-2 взорванный. В 2021 году было громадное влияние России на всю Европу через Северный поток-2 и через хаб в Германии. То есть это были глобальные планы. Они рухнули, и больше они не вернутся. Идет уже передел мира в другом аспекте. Вот уже сформировались два монстра, США и Китай, а Россия будет играть свою роль, богатейшая страна, большая, ядерная. Это единственное, чем они этим аргументируют свою конкурентность, двумя историями. Что в России богатейшие недра, это правда, да, богатейшие запасы газа, леса, алюминия, палладия, что угодно. И то, что у России 5000 ядерных боеголовок. Собственно, все. Поэтому какую-то роль будет играть. Вернут ли они влияние на том, что потеряли? Нет, не вернут. Да, удержат ли следующее? Не знаю. У нас сегодня кстати, немножко мы ограничены во времени сегодня. Да, давайте буквально вопроса 3-4 в режиме суперблиц, пожалуйста, потому что все-таки без людей мы не можем сегодня. Наш эфир, это наше самое святое, это ответы на ваши вопросы. Согласен. Так, значит, поехали из сообщества, давайте, из чата трансляции. Так, Руслан, Кыргызстан. Здравствуйте, Александр Дмитрий. Пишу вопрос до начала стрима. Уверен, что назовет результаты выборов в Армении Дмитрий очередным поражением Путина, Украина, Сирия и так далее. Вопрос, а Иран это победа Путина или это другое? То есть победа Ирана? Какой легкий вопрос, господи. Безусловно, я много раз об этом говорил. Ситуация на Ближнем Востоке и в Иране идет на руку России, российской экономике, экспорту нефти, ценам на нефть, латанию бюджета и так далее. В ситуации с Ираном свои профиты имеет Россия, конечно. Краткосрочная история, безусловно, рано или поздно это же будет восстановлено, и Альмуз будет восстановлен, и цены припадут рано или поздно. А пока, да, это выигрышный кейс России. Экономически, а мы говорим про геополитику, про геополитические потери сфер влияния России. Экономически с точки зрения бабла, стоимости нефти, газа, рынков и так далее, да, сегодня иранская история на руку России, конечно. Добрый день, спасибо за эфир и вопрос гостю. Как у вас получается совмещать жалобы на то, что вашей семье довелось пережить в гетто, и тезис о том, что сохранение государственности, которая возводит Мельника в ранг героя и образца для подражания, это все победа для украинцев в войне? Вот. Отвечу вам. Как только вы в следующей программе приведете мне эту мою фразу, я отвечу. Вы же врете сейчас на весь мир, нас смотрят люди с разных сторон, с разных стран, поэтому я никогда не говорил и не мог такого говорить. Мое отношение к Мельнику, героизации, к этим всем историям знают все. Я говорю о том, что это внутриукраинская дискуссия нас, без вмешательства вас. Когда закончится война, мы тут попытаемся разобраться, у нас это или получится,
или не получится. Вот что я говорю. А те слова, которые вы как бы приписали мне, я никогда их не произносил, ну просто потому, что произносить не мог. Ну вот и, пожалуй, все. Мгм. Чат-трансляция Андрей спрашивает, видели вы видео с концерта Коржа в Стамбуле? Как можете Нет, прокомментировать? ну что там, да, что и что там? Ну как, фаны Коржа. Вообще огромное мероприятие. Там до этого Канье Вест собрал просто кассу, самый многочисленный концерт, но Корж тоже хорошо Понятно. его посетили. И там с флагами России, Беларуси, Украины, Кыргызстана, все там Донбасса флаг, не вот этот ДНР, а Донбасса, вот это солнышко. То есть все дружно скандировали «Нет войне», «Остановите войну», и братались, и радовались. Потому что, ну, утверждаю, что нам нечего делить, мы... Это молодняк, молодежь, которая слушает Коржа. Ну, только окей, да, здорово. Здорово, когда молодежь не живет в Украине под бомбежками, катается по миру, где-то они живут, посещают концерты. Я им завидую. Я вот не имею такой возможности. Поэтому здорово, в свободном мире в Стамбуле катаются, братаются. Нет, нет войне, да миру. Я тоже говорю, нет войне, да миру. Очень хочется. Просто эмоции разные у тех, кто далеко от войны, и у тех, кто тут. Очень разный эмоциональный подтекст. Но в одном я с ними согласен. Очень хочется мира, ездить на концерты, слушать разных исполнителей из разных стран, читать разные книжки. А тогда это будет Украина европейская, конкурентная и цивилизованная. А если мне будут кто-то говорить, какие книжки читать, а какие нет, это не то, мне кажется, ради чего воюет Украина. Россия не вернет влияние. Вопрос тогда, пользователь, что будет с Молдовой, Арменией, Украиной? ЕС всех не потянет, а сами-то не выживут, получается? Спрашивает человек. Вы, видно, не понимаете, что такое сфера геополитического влияния. Сами не бывают. Если вы уйдете, приходят другие. Если вы были 50... я сейчас просто утрированно. Если у вас было 58% доли тут, да, вас вытеснили, осталось 28%. На эти 30 кто-то приходит. Не бывает пустоты геополитической, понимаете? Ни на рынках, ни на рынках сбыта, я имею в виду, ни маршруты, ни логистические цепочки. Не бывает пустоты. Святое место пусто не бывает. Нафига нужна Армения Америки? А потому что трип, да, маршрут Трампа, имеет геополитическое значение в обход. Вот и все. Зачем ему нужна Средняя Азия, Южный Кавказ? Потому что идет глобальное противостояние Америки с Китаем, Америки с Россией. Разрыв китайско-российской этой истории. Средняя Азия, Южный Кавказ, когда некогда были под тотальным влиянием России, ДКБ и так далее, это было незыблемо. Туда как бы никто не лезли. Сегодня Россия продемонстрировала свою слабость, поэтому туда пошли. Ну вот так. Вот такими категориями определяется геополитика, а не то, что вы сказали, они одни, да не останутся они одни. Не Не будет этих, останутся. будет других. И Украина не осталась одна. Видите, как весь мир поддерживает. Правда, и украинцев Украина все нет, меньше и меньше. да? Ну, это уже это побочка. Александр задает вопрос вам. Дмитрий. Меньше, наверное, потому что это марсиане прилетели 24 февраля 2022 года и поставили себе целью и задачу уничтожить Украину. Вот. Это Вот же не эти, марсиане. Дмитрий, анунаки, наверное, ловят мужиков на улицах, мздоимством Да, занимаются, крадут наши, и... наши. Коррупция наша проблема, это наша трагедия. Беспредел ТЦКшников это наша проблема. Кто с этим спорит? Я разве пытаюсь обелить это? Я, по-моему, прямым текстом говорю, тотальный беспредел бандитизма ТЦК, это коррупция тотальная. Давайте еще один вопрос. Дмитрий, Крови грабят, на войне грабят. Да, что это? Элита в Монако там, да, на Формуле-1, а простых в бусик засовывают. Это наше, вот это внутреннее. И как бы мы да, с этим значит, или справимся. Дмитрий, важный момент, давайте завершим на этом вопросы. Да. Геополитические, кстати. Про тоннель Россия-США через пролив.
будут, как и про Крымский мост, говорить, типа, не построят, смоют, землетрясения, разворуют, это невозможно. Вот такой вопрос. Все возможно, построят, не смоют. Я никогда не говорил смоют, не построят. Хороший проект. А между Америкой и Россией будут еще проекты, и это хороший проект. Лет за 5-7 построят. Там небольшие деньги, 8 ярдов условно. 3% торговли, торговых маршрутов мира. То есть интересная история. Построят. Чего не построят? Ну, если только демократы придут к власти и решат этого не делать. Ну, так могут не построить. Но если там через год-полтора начнут, там при Трампе еще, то за 3-4-5 лет построят. Не вижу ничего. Будут, еще раз говорю, будут и другие проекты коммерческие, экономические между Вашингтоном и Москвой. Они нужны друг другу в ряде аспектов. И по редкоземельным металлам, и по Северному морскому пути, и по Арктике. Это другие какие-то вещи. По участию американских компаний в развитии нефтяного рынка и сектора России. Поэтому построят. И в хоккей сыграют 1 июля Россия-США. И посылки начнут сейчас ходить какие-то. А в будущем, заработают, наверное, эти посольства там двух стран. А потом еще что-то заработает. Ну, война закончится рано или поздно. Просто хочется. Мы же всю программу посвятили тому, что нет ни одной причины продолжать ее. Заканчивать ее надо. Вот как есть уже. И пытаться разговаривать о том, как жить дальше. С соседями, не с соседями, с друзьями, с оппонентами, с врагами. Жизнь-то все равно дальше придется как-то. Вот о чем идет речь, что заканчивать надо. Как-то так. Дмитрий Спивак был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Мира и добра, берегите себя. Друзья, всем добра.